Фабрика Poppy Playtime существует, но то, что показано в игре, является лишь малой частью того ужаса, который творится на самом деле. В игре все красочно и красиво, а в реальной фабрике все прогнило и проржавело. Я провел в этом месте один день и смог выжить. Заодно и спас несколько игрушек. Теперь у меня есть друзья-игрушки, и да, они такие же живые, как и мы. А началось все вот с чего. Я, как обычно, катался на велосипеде и исследовал новые дорожки за городом. Мне очень нравится находить новые места, в которых я еще не побывал. Так и в этот раз я устремился по одной из таких тропинок, которая вела меня к неизвестности. Крутил педали и наслаждался пейзажами, пока эта тропинка не привела меня к интересной заброшке. Это была старая и заброшенная фабрика. Похоже, она очень давно не работает, так как внешне здание было полуразрушенное. Территория вокруг вся заросшая травой и кустарниками. Всюду валялись куски коробок и разный мусор. Спрятав велосипед в кусты, я направился к большим дверям, которые вели в неизвестность. На входе висела ржавая пыльная табличка с надписью. Протерев ее рукавом, я смог прочитать то, что на ней написано. Фабрика по производству игрушек Poppy Playtime Corporation. Похоже, дверь давно никто не открывал, так как мне пришлось приложить немало силы, чтобы сдвинуть ее. Отворилась она с жутким скрипом, и я попал внутрь фабрики. Меня чуть не стошнило от жуткого зловонного запаха какой-то гнили. Закрыв нос руками, я направился исследовать фабрику. Внутри все было в пыли, проржавевшее и прогнившее. На стенах и потолках всюду была плесень. В некоторых местах она была черной, а кое-где и зеленой. Так я бродил по узким коридорам и заглядывал в различные комнаты. Практически все двери были заперты. В комнатах стояло различное оборудование и лежала документация. Включить и запустить что-либо мне не удалось. Все было настолько проржавевшее, что оно практически распадалось на части. Изучив документацию по фабрике, я понял, чем они тут занимались. Я читал и узнавал про Хаги, про длинноногую мамочку и про всех остальных. Так я бродил по пустующей фабрике и рассматривал все с любопытством. Как вдруг я услышал шум с одной из комнат. Было такое ощущение, что дети играют и балуются. Зайдя в комнату, я увидел 3 маленьких Хаги, которые бегали по комнате, догоняя друг друга. Зеленый бежал за желтым, желтый за красным, а красный пытался догнать зеленого. Они веселились, бегая по кругу, и не сразу меня заметили. «Ребят, привет!» – сказал я им. Резко остановившись, они посмотрели на меня. Я заметил, как расширяются их зрачки от удивления. Они очень давно не видели людей. Через мгновение они набросились на меня, но не для того, чтобы съесть, а просто потому, что они соскучились за людьми. Они прижались ко мне и обнимали от радости. Так продолжалось всего несколько секунд, пока они не начали одновременно, перебивая друг друга, говорить и тянуть меня куда-то. Да-да, они умеют разговаривать. Идя за ними, я понял из их рассказа, что большому Хаги нужна помощь. Что длинноногая мамочка сошла с ума, на всех нападает, и теперь остальным игрушкам приходится прятаться. Хаги лежал в углу темной комнаты. Точнее, не совсем Хаги, а то, что от него осталось. Это были синие куски большой разорванной игрушки. Его голова лежала отдельно, в большой коробке. Малыши сказали, что его нужно как-то собрать, и он оживет. Я дал задание зеленому, чтобы он притащил нитки с иголкой. Через пару минут он уже протягивал мне их своими маленькими ручонками. Ну и шустрые они, подумал я про себя, да еще и миленькие. В полумрачной комнате было плохо видно, но я все равно старался сшивать Хаги аккуратно. Так через время голова была пришита к туловищу, а к нему и руки с ногами.
И о чудо, Хаги зашевелился, потом поднялся и обнял меня в знак благодарности. Он не мог говорить, на его голове было сильно много швов. И, видимо, в темноте я некоторые перетянул. Он пытался что-то сказать, но нитки ему мешали. На его теле еще было много мелких разрывов, которые я решил дошить позже. А пока нужно выбираться с этой жуткой фабрики. Когда мы все пробирались к выходу, где-то внутри здания упало что-то большое и металлическое. Видимо, эта длинноногая мамочка проснулась и начала бродить по фабрике. Мы ускорили шаг, потом вообще побежали, так как было очень страшно. Мне совсем не хотелось быть пойманным мамочкой. Наверное, она услышала наш топот, так как звуки чего-то падающего приближались все ближе и ближе. Но мы все же успели выбраться с этой фабрики целыми и невредимыми. Спрятавшись в кустах, мы просидели до темноты. Мамочка за это время так и не вышла с фабрики. Через кусты было видно, как ее длинная рука протянулась за входной дверью и захлопнула ее. Похоже, она не хочет, чтобы кто-то еще смог сбежать с фабрики. Время от времени изнутри здания доносились крики. Похоже, что она поймала мопса-гусеницу и куда-то ее тащит. Дождавшись ночи, чтобы нас не мог никто заметить, я и мои новые друзья направились ко мне домой. Малышей я усадил к себе на велосипед, а синий Хаги бежал за нами. С тех пор веселая компания классных Хаги живет у меня дома. Мы весело проводим с ними время, играем и развлекаемся. Большому Хаги я поправил швы, и теперь он может говорить. Правда, иногда достает своей болтовней. Малыши, конечно, тоже доставляют хлопот, так как после их игр все разбросано. Приходится убирать за ними постоянно, но Синий мне помогает с уборочкой. Вот так вот весело и дружно мы живем вместе. Когда-нибудь я вернусь на фабрику и освобожу от злой мамочки остальных игрушек. Но пока мне страшно туда возвращаться. Надеюсь, с ними ничего не случится плохого за это время. Ребята, не забываем поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если еще не подписаны. Ну и конечно же напишите комментарий, кого еще из монстров мне можно слепить. Всем спасибо за просмотр, всем пока!